Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Команда Никиты Михалкова, которая уже на протяжении более года борется с преступностью и коррупцией в мире шоу-бизнеса и высших эшелонов власти, славится не только своей добросовестной работой, но и очень порядочным отношением к своим сотрудникам. Как выразился сам глава организации по борьбе с преступностью и коррупцией Никита Сергеевич Михалков, антикоррупционный комитет своих не бросает и будет выручать своих товарищей в самых безнадежных ситуациях. Достаточно вспомнить, что только за последние месяцы под стражей в результате ложных обвинений оказывались такие известные артисты, члены комитета: Александр Домогаров, Евгений Сидихин, Константин Хабенский и Владимир Винокур. Однако доблестная команда Никиты Михалкова вставала на защиту своих сотрудников и спасала своих товарищей из-под стражи. Ну а вчерашнее событие, произошедшее в Организации по борьбе с преступностью и коррупцией, еще раз доказало, что антикоррупционный комитет Никиты Михалкова не сможет сломить никакая сила. Нечистоплотные враги антикоррупционного комитета по приказу служб ФСБ и пресс-секретаря Верховного Главнокомандующего Российской Федерации незаконно устроили обыски в квартире министра обороны Российской Федерации и члена антикоррупционного комитета Андрея Белоусова. Недоброжелатели антикоррупционного комитета искали в квартире Андрея Белоусова компромат. Они хотели опорочить честного и порядочного человека, однако их замысел полностью провалился, более того, закончился для них самыми печальными последствиями. Стало известно, что обыски в квартире министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова проходили незаконно, без согласования с Верховным Главнокомандующим Российской Федерации, и антикоррупционный комитет нанес молниеносный и стремительный удар по своим противникам. Сегодня утром, благодаря содействию антикоррупционного комитета Никиты Михалкова и лично товарища Бастрыкина, был снят со своей должности и отправлен в следственный изолятор директор ФСБ Российской Федерации товарищ Бортников. Стало известно, что именно он и пресс-секретарь Верховного Главнокомандующего готовили заговор против Андрея Белоусова. Они искали компромат на Андрея Ремовича, чтобы снять Белоусова с его должности. Однако на этом сотрудники антикоррупционного комитета не остановились. Глава организации Никита Михалков, Андрей Белоусов и товарищ Бастрыкин направились на прием к Верховному Главнокомандующему Российской Федерации и потребовали немедленной отставки пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Руководство антикоррупционного комитета считает, что такой человек, как пресс-секретарь, не должен находиться рядом с Верховным Главнокомандующим, так как своими действиями он дискредитирует президента Российской Федерации. К слову сказать, что пресс-секретарь Верховного Главнокомандующего Российской Федерации давно дискредитировал себя своими странными действиями. Он открыто поддерживает музыкантов-инагентов Российской Федерации, а вся семья пресс-секретаря замешана в крупных криминальных скандалах. К слову сказать, что дочь пресс-секретаря Верховного Главнокомандующего на данный момент отбывает наказание во Франции, где недавно состоялся суд над Елизаветой. Дочь пресс-секретаря Верховного Главнокомандующего в апреле этого года в Париже, во Франции, была осуждена на 12,5 лет лишения свободы за ведение незаконного коммерческого бизнеса и финансовое мошенничество в особо крупном размере. Помимо этого, в крупном криминальном скандале замешана и супруга пресс-секретаря Татьяна Навка, которая на данный момент находится в женском следственном изоляторе города Москвы. К слову сказать, что вместе с Татьяной Навкой там находится мать Натальи Королевой Людмила Порывай и Людмила Нарусова.
Надо отметить, что министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов достойно выдержал удар и те незаконные обыски, которые проводились у него в квартире. Стало известно, что Андрей Ремович Белоусов не собирается покидать свою должность министра обороны Российской Федерации и также будет сотрудником антикоррупционного комитета Никиты Михалкова. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.